Всем привет! Сегодня компания Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi 12, 12 Pro, а также 12X. Для многих людей интересна миниатюрная модель, а именно 12X. Ведь на данный момент очень тяжело найти смартфон, который можно без проблем использовать одной рукой. Это будет единственный конкурент iPhone 13 mini. Но не стоит думать, что Xiaomi 12X будет иметь диагональ экрана 5,4 дюйма. Дело в том, что многочисленные инженеры компании Xiaomi нашли оптимальный размер экрана на 2022 год. Результат получился 6,28 дюйма. Именно такой экран получит смартфон Xiaomi 12X. Технология дисплея, конечно же, AMOLED с разрешением Full HD+. Да, никаких нам 2К, 4К с кадровой частотой 120 Гц. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму, на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Напоминаю, что совсем недавно компания Xiaomi объяснила, почему Xiaomi 12, а также Xiaomi 12X оснащены экранами разрешением всего 1080p. Это было сделано для увеличения времени работы смартфона без подзарядки. Компактный корпус и флагманская однокристальная система представляют собой серьезную проблему для аккумулятора, естественно. И вот компания приняла решение понизить именно разрешение дисплея. Вот так нам заявил Лао Вэй. Но что интересно, это будет дисплей местного китайского производителя, а не как заявлялось ранее компании Samsung. С чем это связано, к сожалению, на данный момент информации нет. Скажу сразу, смартфон Xiaomi 12X получился идеальный со всех сторон. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, сердцем смартфона Xiaomi 12X выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года и изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 585 Prime Cortex A77 на 3.2, 3 ядра Creo 585 Gold Cortex A77 на 2.4 и 4 ядра Creo 585 Silver Cortex A55 на 1.8 ГГц. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 ГБ. Флеш памяти UFS 3.1 128 или 256 ГБ. Теперь самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Стоимость базовой версии Xiaomi 12X, которая получила 8 ГБ оперативной и 128 ГБ своей флеш-памяти, $470. Вариант 8 ГБ оперативной, 256 ГБ флеш-памяти оценен в $520. А цена топовой версии 12 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти $565. Это просто отличные цены, учитывая характеристики смартфона. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. Их немного, но мы их все-таки найдем. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $565, это плюс-минус 40 тысяч рублей. Возьмем до 43, давайте. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 7 моделей. Это OnePlus 9, OnePlus Nord 2, OnePlus 9R, OnePlus 8T, Realme GT Neo 2, OnePlus 8, Nubia, Red Magic 5S.
можно сказать, только смартфоны OnePlus. На мой взгляд, основной конкурент Xiaomi 12X это, конечно же, OnePlus 9 на 256 гигабайт. Как вы видите, минимальная стоимость данного смартфона 36 тысяч, максимальная 45. Но e-каталог собрал всех продавцов, и вы можете выбрать того продавца, который вам предоставляет на данный момент максимум скидки, и для себя решить, стоит ли вообще рассматривать данный смартфон к покупки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы можете для себя что-то отметить. А если вдруг у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Стоит отметить, что смартфон Xiaomi 12X может побороться за звание лучшего камерафона 2022 года. Основная камера представлена 3 датчиками. Основной выступание Sony IMX766V разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Напоминаю, некоторые считают, что этот датчик точно такой же, как Sony IMX766. В этой связи менеджер по продукции заявил, что это не то же самое, это специальная версия датчика изображения. Тут мы получили улучшенную производительность. Вспомогательные выступают OmniVision OV13B разрешением 13 мегапикселей со сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельный сенсор для съемки макро. Фронтальная камера врезана в экран с 20-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3T2. Xiaomi 12X получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. На полную зарядку аккумулятора будет уходить всего 36 минут. Это намного быстрее, чем 65-ваттные устройства конкурентов, включая Oppo, Realme и OnePlus. Кроме того, блок питания можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков и различных аксессуаров. Адаптер имеет несколько степеней защиты, включая защиту от скачка напряжения и перегрева, что, конечно же, является большим плюсом. Также в конфигурацию устройства стереодинамики JBL, закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7-го поколения, защищающее дисплей и металлическая боковая рамка из авиационного алюминия серии 6000, NFC и IK излучатель и многое другое. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Xiaomi удивляет своих покупателей, а также многочисленных фанатов. Мы получаем действительно очень качественные смартфоны за недорого, потому что плюс-минус $500 это очень хорошее решение, которое вы сейчас можете найти на рынке. Топовый процессор, да, не один из лучших, но Snapdragon 870 это достаточно интересное решение. В 2021-2022 году это однозначно. Это энергоэффективный процессор, что немаловажно. Также мы получим достаточно интересную основную камеру и аккумуляторную батарею, которая заряжается всего за 36 минут, что является просто восхитительным результатом. Вот такие дела. Ждем на обзор смартфон. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.